Замуж за собственного мужа 2000 лет спустя. Часть вторая. Однажды Алексу приснился сон. Египетская царица Садхатор стояла со свитком в руках и отдавала распоряжение рабочим, в каком месте должна стоять арка. Он царь-фараон, Тутанхамон III, со скипетром в руках произнес: «Арка будет стоять здесь». Он сжал в руках жезл и громко произнес: «Мы в Египте, дорогая, тут я царь, и все будет так, как я скажу». Царица Садхатор поставила руки в боки, приняла боевую позу. Они кричали, спорили о цвете колонн, размере бассейна и количестве сфинксов у входа во дворец. Алекс уже давно забыл про этот сон. И вот Клэр пошла в очередной отпуск и решила сделать ремонт в доме, добавить египетского антуража. Ради этого Алекс взял отгул на работе. День выдался жарким, солнце палило так, будто само не одобряло их ремонт. Клэр стояла с куском обоев, словно это был древний египетский свиток, и вдохновленно объясняла: «Здесь будет импровизированная арка в стиле хай-тек, светильники с подсветкой, а в ванной джакузи с подогревом». Алекс держал рулон обоев, сжимая его словно скипетр. Он был недоволен. «Дорогая, мы что, в Египте? Тут максимум поместится тазик с водой и бра на стену». Спор был горячее пустынного песка в полдень. Они кричали, спорили о цвете краски, о размере арки и количестве рулонов. Через 2 часа они уже бурчали: «Ладно, пусть будет так». А еще через 4, обмазанные краской после покраски потолка, они смотрели то друг на друга глазами, как у мумий, то на свое творение. Алекс замер. Ему показалось, что он видит дежавю. «Дорогая, я уже это видел, только я тогда был фараоном». «Это был сон, точно. Я видел это во сне». Клэр, опершись на лестницу, улыбалась. Она точно знала, что это было на самом деле, только 1000 лет назад, когда строился их новый дворец. И так, к концу дня, у них родился новый архитектурный стиль, фиг с ним тег. Спустя неделю после ремонта Клэр сидела на диване, листала ленту в телефоне и хихикала. Алекс вышел из спальни, услышал ее смех и подлетел к ней так, будто узнал, что в Ниле закончилась вода. «С кем ты смеешься?» – подозрительно прищурился он. «Это он?» «Кто он?» «Тот, кто пишет тебе смешные вещи». Клэр вздохнула. «Это мемы». Он трагически схватился за сердце. «Я знал, у меня появился соперник. Как его зовут? Мемхотеп? Мемофис? Мемесис?» «Нет, дорогой, это Клип, это котик в шапочке». Ну ладно, тогда я пошел в ванную». «А что за странные имена ты только что произнес?» – спросила она. «Что? Имена?» Опять мне сон снился, будто я египетский фараон». Но Клэр знала эти имена. Это были его дружки 1000 лет назад. Через 20 минут он вернулся в полотенце, в халате и с плюшевыми ушками на голове. Гордо спросил: «А теперь я смешнее этого котика?» Она лишь улыбнулась ему в ответ. Отпуск заканчивался. Клэр купила 2 билета на выставку «Древний Египет. Тайны песков». Она вела мужа и тайно улыбалась, сжимая древнее кольцо, которое пахло песком древнего Египта и 1000-летней смолой. И вот зал с артефактами.
Алекс шагнул к витрине и замер. Он почесал затылок. Почему у меня ощущение, что вот этот жезл я уже кидал в советника? Это, наверное, галлюцинация от жары. Он пошел дальше и вдруг остановился у саркофага. А этот парень подозрительно похож на меня. Даже нос кривой такой же, как у меня. Из кольца тихо потянулся знакомый аромат, ладан и воспоминания. Перед его глазами промелькнули сцены. Он на троне, слуги, золотое убранство. Его жена, царица Садхатор, ругает его за гарем. Алекс мотнул головой. Так, надо меньше есть фиников на жаре. Мне мерещится, что я фараон. Это у тебя от сладкого. Сахар в крови повысился, сказала Клэр. А сама чуть слышно добавила. Ну, наконец-то вспомнил. Он моргнул несколько раз, будто хотел прочистить глаза. Что, вспомнил? Он продолжал стоять у саркофага, глядя на золотое лицо, и нервно засмеялся. Ха-ха! Подумаешь, может, у нас общий предок. Клэр незаметно погладила кольцо. В нос Алексу снова ударил запах ладана и жар песка. Перед глазами вспыхнуло видение. Он сидит на троне, а жрецы кричат: «Да здравствует Тутанхамон III!» Алекс вздрогнул. Он замахал руками. «Это все жара, духота и финики натощак!» Он резко повернулся, чтобы уйти, и врезался в колонну. «Ай!» – заорал Алекс. «Эта колонна стояла не там 1000 лет назад!» «Ага!» – сказала Клэр спокойно. «Значит, ты все-таки там был?» «Я?» – он начал пятиться. «Я просто читал об этом в газете, то есть в журнале «Фараон на колеснице». Рядом стояла экскурсовод, которая с интересом наблюдала, как мужчина спорит с собственной памятью. «Простите, сэр», — сказала она, — «вы как будто очень хорошо знаете экспонаты». «Знаю?» — он нервно рассмеялся. «Да, знаю. Здесь половина моих вещей отсутствует. Где мой скипетр? Где моя любимая подставка для ног? Где золотые подсвечники?» Алекс помотал головой и пробормотал. «Что я говорю? Нет, нет, что вы! Я вообще первый раз вижу этот мой трон!» «Мой трон?» – переспросила она. «Ой!» – он схватился за голову. «Началось! Похоже, у меня точно галлюцинации!» После этой экскурсии Алекс лежал на диване с холодным компрессом на лбу. Клэр то и дело поглядывала на него, хихикала и улыбалась. «Надо прекращать есть столько фиников», – бубнел тот, кто абсолютно не желал отказываться от любимого лакомства. Если бы не та правда, о которой знала только его жена. Однажды она сидела на диване, завернутая в плед, и смотрела свой любимый сериал. Фараон, то есть Алекс, уже целый час названивал ей, как будто он служба по контролю за женами. Телефон вибрировал, прыгал на тумбочке, а Клэр, как истинная царица, не обращала на это никакого внимания. И вот пришло сообщение. «Ты ведьма! Бери телефон и перезвони мне, иначе, когда я приду домой, у тебя отключится телевизор». Она прочитала, скривилась и медленно написала: «Только приди домой на 5 минут позже. Тебе не жить». Алекс пришел домой, как побитая собака, с глазами, в которых читалось: «Я осознал все свои грехи». Клэр стояла руки в боки, как гроза всех фараонов. Увидев жену в гневе, он попятился в сторону. «Ах ты! Как ты смеешь мне угрожать? А ну иди сюда!» Он отпрыгнул, как египетская кобра от тапка. «Дорогая, успокойся! Я пошутил!» «Пошутил?»
Она медленно пошла к нему, а он быстро от нее забежал в ванную и закрылся. Кошка, наблюдавшая с подоконника, уже молилась всем богам Нила, чтобы только папа выжил. Однажды Алекс тяжело заболел. Температура жгла его лоб, словно пустынное солнце в полдень. В этом жарком бреду он вернулся туда, в Древний Египет. Он вспомнил все, как правил страной, как сидел на троне, как был самоуверенным и упрямым, как игнорировал свою царицу, ту, что любила его всей душой. Несколько раз он произносил вслух имя жены, но не теперешнее, а то, что было 1000 лет назад – Садхатор. Но в реальности она сидела рядом и, услышав это, заплакала. Алекс спал беспокойно. В бреду он продолжал видеть видения. Температура поднималась, и где-то между жаром и сном он видел пустыню, чувствовал жар песков, блеск золота египетского дворца. Перед ним стоял высокий мужчина в богатых одеждах, с идеальной осанкой и самодовольной улыбкой. «Кто ты?» – спросил Алекс. «Я, ты, только с лучшим вкусом и 3 гаремами», – ответил тот, подмигивая. «Ага, понятно. Значит, ты все-таки болен, раз нарядился во все это». «Болен?» – Тутанхамон фыркнул. «Это не болезнь, это стиль жизни. Женщины Египта стонут, когда я прохожу мимо. А мужья Египта, наверное, бросают в тебя табуретки?» – в бреду произнес Алекс. Фараон поправил ожерелье. «Я – само воплощение любви. Меня нельзя не любить». «Тебя нужно было пристрелить», – буркнул Алекс. «Ты ничего не понимаешь», – обиделся Тутанхамон. «Женщины, как песок. Чем больше держишь в руках, тем быстрее утекает между пальцев». «Да? А я вот встретил одну песчинку и держу ее обеими руками», – улыбнулся Алекс. Фараон рассмеялся. «Значит, ты теперь раб своей царицы?» «Нет», – спокойно сказал он. «Теперь я человек, который понял, кого потерял». Фараон на секунду замолк, посмотрел на него пристально и шепнул: «Тогда, может быть, я не зря появился у тебя в голове. Давай встретимся с тобой еще раз». Алекс бредил, а Клэр плакала и сидела рядом. Она поднялась и ушла на кухню. Видения продолжались, и Алекс увидел на тумбочке перстень. Он потянулся и взял его. В какой-то момент вспомнил, что когда-то носил это кольцо. Алекс надел его себе на средний палец. Из воздуха в комнату вышел он сам, в золоте и со скипетром в руках. «Ты кто вообще такой?» — хрипло спросил Алекс. «Я? Тутанхамон III», — важно ответил фараон. «И, между прочим, тоже ты, только неудачнее женился». «Неудачнее?» — переспросил Алекс. Тутанхамон устало вздохнул, поправляя свой головной убор, подошел ближе и сел рядом. «Знаешь, Алекс, моя Садхатор все решает за меня. Как строить дворец, как править страной, ругает меня за огромный гарем, за то, что мало уделяю ей внимания. А я просто хочу тишины и чтобы мной восхищались». Алекс усмехнулся и покачал головой. «Вот в этом ты и ошибся. Ты думаешь, что жена – это украшение трона? На самом деле она – твоя сила. Ты хочешь, чтобы смотрели только на тебя, а она смотрит за тебя. Ты считаешь ее строгой, потому что сам был безответственным. Запомни, чем больше любви ты отдаешь своей Садхатор, тем больше получишь взамен». Он помолчал и добавил:
Женщина, которая спорит с тобой, не враг. Это та, кто остается, когда рушатся империи и заканчиваются эпохи. Тутанхамон задумался. Выходит, я был фараоном, но не был мужем? Алекс кивнул. Вот именно. В этот момент из кухни раздался голос Клэр. «Алекс, ты с кем разговариваешь?» Фараон побледнел. «Все, мне пора», — шепнул он. «С женщинами спорить опасно в любом тысячелетии». И исчез, оставив после себя легкий запах ладана и полное чувство дежавю. Клэр принесла мужу теплого клюквенного морса. «Дорогой, я отлучусь ненадолго, схожу в магазин. Ложись в кровать, ты еще очень слаб». «Слушаюсь и повинуюсь, моя царица». Клэр поменяла ему компресс на лбу, а он мотал головой и что-то бормотал. Ему снова мерещился перстень. Он крутил его в руках, вспоминая разговор с самим собой. Ему захотелось снова поговорить с фараоном. Алекс надел его на палец, и из воздуха снова появился фараон, держа в руках 2 бутылки пива. «Привет!» – произнес тот, протягивая ему 1 бутылку. «Как жизнь?» «Нормально», – ответил Алекс. Фараон, оглядывая Алекса сверху вниз, с присущим достоинством царя произнес: «Да, странно. Одежда бедная, дворца нет, но взгляд знакомый. Итак, значит, это ты, я?» Алекс скептически. «А ты, значит, я? С пивом, в золоте и без налоговой?» Фараон. «Ладно, давай без длинных прелюдий. Я слышал, у тебя жена грозная». Он усмехнулся. Алекс удивленно. «Грозная? Моя Клэр сама доброта. Она как нежная вкусная булочка с медом, как плед мягкий, уютный, который согревает тебя своим теплом. Булочка? Это мило. А моя Садхатор одним взглядом могла остановить строительство дворца и начать заново. Она смотрит, и слуги падают. Может прийти в мои покои в 3 часа ночи, а меня нет, я в гареме. Моя Садхатор украшает себя золотом, бирюзой и благовониями». Алекс задумчиво. «А моя в пижаме, с растрепанными волосами, утренним дыханием и такая родная. Мне не нужно совершенство, не нужна отполированная версия. Она такая, какая есть, и это дорогого стоит. Но я все равно знаю, спорить с ней бесполезно. Я пробовал». Фараон вздохнул и с уважением произнес: «Значит, они разные?» Алекс улыбнулся. «Нет, они одинаковые, просто времена меняются, и у каждой эпохи своя упаковка». Фараон развернулся к нему лицом. «Ну вот смотри, моя Садхатор посмотрит на тебя одним взглядом, и ты уже согласен строить дворец такой, какой она хочет». Алекс: «А моя переживает и приносит лекарства», – парировал он. Потом посмотрел на фараона и задал ему вопрос: «Почему ты игнорировал Садхатор? Ты ее ревнуешь?» Оба замолчали, потягивая пиво. Фараон: «Я свою Садхатор ни капельки не ревную, потому что она любит только меня. Я поддерживал дипломатические отношения». Алекс: «А я свою, Клэр, никому не отдам. Она моя тишина, мое счастье и мое вдохновение. Она мое безумие». Фараон: «Слушай, они совсем разные по характеру, но внешне одно лицо». Алекс улыбнулся. «Они одинаковые, просто подход к жене должен быть другой». За спиной раздался спокойный голос Клэр Садхатор: «Вы, наконец, закончили?» Оба одновременно: «Да, любимая».
Фараон растворился в жарком мареве. Алекс тяжело открыл глаза. Рядом сидела Клэр. Она вновь меняла ему компресс на лбу. «Опять бредит», — услышал он ее взволнованный голос. «Да», — подумал он, — «я спорил сам с собой. Только тогда я был гораздо хуже». «Алекс, у тебя опять лицо, как у фараона», — с тревогой в голосе произнесла жена. «Садхатор», — назвал он ее прежним именем. Клэр вздрогнула, хотя поняла, почему сердце откликнулось. Садхатор, то есть Клэр, ухаживала за ним, поила водой и давала лекарства. Его царица шептала древние молитвы о выздоровлении своего мужа Тутунхамона, то есть Алекса. Она обращалась к богам, в которых не сомневалась ни на секунду, и плакала, прося их о защите. И это было очень тихо, чтобы он не услышал. Но он услышал. В бреду он увидел ее не как просто жену, а как ту самую женщину, что искала его 1000 лет, чтобы снова быть рядом с ним. Он понял, как сильно она его любила. Когда Алекс очнулся, его Садхатор сидела у края кровати и дремала. Он посмотрел на нее с нежностью, а в мыслях обратился к ней и сказал: «Милая Садхатор, моя любимая Клэр, я буду любить тебя всегда, даже когда твои волосы окрасятся сединой, а твое лицо покроется морщинками. Я все еще буду любить тебя. Я буду любить тебя до последнего вздоха, пока меня или тебя не покинет душа и не улетит в иной мир. И даже там я буду искать именно твою душу, потому что я не представляю своего существования без тебя». Когда Клэр открыла глаза, они были красными от слез. Он тихо поднялся, подошел к ней. Клэр тоже поднялась. Алекс обнял ее крепко и прошептал: «Прости меня, я был слеп. Ты самое дорогое, что у меня было 1000 лет назад. Спасибо тебе, что нашла меня». Она улыбнулась сквозь слезы, а где-то далеко, над пирамидами прошлого, старые боги благословенно улыбнулись. Конец истории.